Почему мотоциклисту удается разъезжать по вертикальной стене? Почему брошенный в воздух мяч описывает дугу? Как планеты движутся вокруг Солнца? Ответы на эти вопросы на канале Мир в движении. И сегодня мы поговорим о законах движения Ньютона. Исаак Ньютон – один из величайших, спорных и влиятельных ученых всех времен. Именно с помощью его законов можно объяснить названные в начале видео явления. Для этого нам понадобится 3 закона движения, а именно о силе, ускорении и противодействии. Итак, первый закон. Тела движутся по прямой линии с постоянной скоростью и направлением до тех пор, пока на них не подействует сила, меняющая их скорость и направление. То есть в отсутствии силы тела не движутся и не меняют скорость. Неподвижные тела остаются в состоянии покоя, пока к ним не приложить силу. Как раз об этом я упоминал в прошлом видео. При ударе по хоккейной шайбе она начнет скользить по льду, но в итоге замедлится и остановится из-за трения о лед. Трение создает силу, которая замедляет шайбу. Однако более подходящими условиями для проверки первого закона обладает космос, хотя там действуют и другие силы, например, гравитационная. Перейдем ко второму закону. Он гласит о том, что сила порождает ускорение, пропорциональное массе тела. Этот закон связывает величину силы с ускорением. Так, тяжелые тела, обладающие большей инерцией, чем легкие, требуют для ускорения и большей силы. Например, чтобы разогнать стоящий автомобиль до скорости 100 км в час, требуется сила, равная массе автомобиля, умноженная на увеличение скорости за единицу времени. И если прочесть эту формулу наоборот, то получится, что ускорение равно силе, деленной на массу. При постоянном ускорении неизменной будет и сила на единицу массы. Стало быть, чтобы привести в движение 1 кг массы, требуется одно и то же количество силы. Это объясняет мысленный эксперимент Галилея, который спросил, что будет, если с одной и той же высоты уронить пушечное ядро и перо, что долетит до Земли быстрее. Вы думаете, это пушечное ядро? А нет. В отсутствие воздуха, а значит сил сопротивления, они будут падать с одной и той же скоростью и удариться о Землю одновременно. В 1971 году астронавты Аполло-15 произвели такой опыт на Луне, где нет замедляющей движения атмосферы, и перо упало на поверхность Луны так же быстро, как и геологический молоток. Ну а теперь третий закон. Каждое действие силы порождает равное ему противодействие. Иными словами, для каждого действия существует равное ему противодействие. Противоположная сила ощущается как отдача. Например, стрелок, производя выстрел, ощущает удар в плечо, и эта сила равна той, которая толкает пулю. Кстати, в боевиках часто показывают, как человек, получивший пулю, отлетает назад. Это неправда. Если сила удара и вправду была бы так велика, то стрелок тоже отлетел бы назад из-за отдачи. Как итог, с помощью 3 законов и законов всемирного тяготения Ньютон сумел объяснить движение практически любых тел. Но эти законы не всесильны, они перестают работать при скоростях, близких к световой, или при малой массе. На этом все. Спасибо, что смотрели, ставьте оценки и пишите пожелания в комментарии. До скорого!